Я только что вспомнила, про что я готовила презентацию. Как я себя понимаю? Ну, я начну с того, что я всегда забываю представиться. Мы Центр реабилитации птиц Воронье гнездо, мы находимся в Москве. Вообще наша история началась с 2015 года с реабилитационного центра «Дно болото», потому что туда я первый раз пришла волонтерить. И, в общем, я пришла, ничего не подозревая, там, притащила мешок яблок, и как-то вот понеслось. В 2017 году мы уже окончательно отделились от Алены и «Дна болота», и у нас образовалась, ну, пока там своя небольшая группа «Воронье гнездо». Мы называемся «Воронье гнездо», потому что я изначально, когда-то давно, завела сороку, а потом как-то внезапно стала модератором вранового отдела на пищевом форуме. То есть это не то, что мы принимаем только ворон, как все говорят. Это не так. Вот. И в 2019 году мы уже из формата такой партийной поддержки сделали стационар, во-первых, а во-вторых, вот буквально недавно открыли наконец НКО. Я думаю, что это достаточно большой шаг для нас. И сейчас мы существуем, по сути, в формате стационара и летних вольеров, постоянных вольеров, постоянной экспозиции у нас нет. Это именно вот такие временные вольеры, которые мы используем для выпуска птиц. Из Леруа Мерлен? Ну, это вот как бы такой список тех, например, с кем мы работали в этом году. Вообще мы работаем с разными птицами, и с хищными птицами, и с врановыми птицами. То есть у нас, ну, мы разве что не берем там водоплат, потому что это реально сложно обеспечить там условия в стационаре. Нет там водоема и всего остального. А так у нас достаточно большой список видов. Но летом, за счет того, что на нас упало очень большое количество певчих птиц, мы фактически отказались от работы со всеми остальными, там, с хищниками, с совами. То есть мы сов спихивали там на Машу, там, хищей спихивали на Дашу, на лунную поляну, просто чтобы, ну вот как у нас была такая узкая специализация, мы взяли на себя только певчих птиц. И мы реально упоролись, потому что за прошлый год у нас было 25 выпускников, и это прям казалось, что много. А в этом году у нас было 100 выпускников, это вот только те, кто у нас выпустился. То есть понятно, что был какой-то отход, были там и смерти, и все остальное. И, наверное, я бы это тоже не вытянула, если бы у нас с этого года не появилась команда людей. То есть я не одна этим занималась, а у меня появились волонтеры, которые брали на себя там совсем маленьких птенцов, могли там кого-то перехватить, пока я, например, где-то в отъезде и не могу ничем помочь птице. Ну, то есть только за счет этого это была бешеная нагрузка, но если бы я была одна, я бы просто это не вызвала. Птенцы поступают самые разные. Вот когда поступает вот что-то такое, как правило, прогнозы не очень хорошие, потому что таким птенцам нужен обогрев. Обогрев постоянный. И, как правило, то есть, люди, которые их подбирают, они об этом не знают. Если птенец вот такой побыл какое-то время в холоде, там, без грелки, без какой-то там обогревательной лампы, потом все это для него плохо заканчивается, потому что у него, он встает в развитии. То есть он может доехать к нам живым, он может даже протянуть какое-то время, там, неделю, например, после того, как он к нам попал, но он перестает просто развиваться, что бы мы ни делали. Поэтому в основном, вот такие совсем маленькие птенцы, они у нас не выживали, к сожалению. Даша уже говорила, на самом деле, что карантин в условиях там стационара, где нет отдельного инфекционного блока, это, карантин. Но, тем не менее, мы все равно стараемся как-то обезопасить птиц от эпидемии, потому что когда поступает там по несколько выводков в день буквально, а ты постоянно с ними работаешь, то есть это маленькие птенцы, которых нужно кормить, то есть ты постоянно руками там к одному, ко второму, потрогал еду, потрогал птицу. Естественно, есть риск того, что ты передашь там одну болячку другому, и после этого ты подхватишь эпидемию, и у тебя полягут все. Мы стараемся как бы вот такие вещи не допускать. Во-первых, у нас стандартно раз в неделю, в любое время года, там, у нас раз в неделю всегда субботник, когда мы дезинфицируем все боксы, все там переноски. Во-первых, ламинолом это такое самое, вот, наверное, бюджетное средство и очень действенное. Трилокс это практически, тоже дезинфектор, он очень ядреный, но он удобен в том плане, что какие-то там, если не сильно запачканные поверхности, то есть им можно просто банально там пропшикивать, протирать все это, и он тоже дезинфицирует. А алмадез мы используем для дезинфекции рук. То есть ты потрогал птицу, сразу продезинфицировал руки. Там, не знаю, какие-то там чуть-чуть инструменты потрогал, опять продезинфицировал руки. То есть чтобы у тебя не было вот
птиц от эпидемий. Обогрев должен осуществляться у птенцов фактически постоянно до тех пор, пока они нормально не оперятся. Обогрев может быть разным. Мы на самом деле в основном используем вот такие грелки, некоторые используют лампы. И вот мы в этом году еще приобрели вот такую вот фигню. Мы не успели ее опробовать, потому что уже как бы до того момента, когда она до нас доехала, хрен знает откуда, у нас уже не осталось птенцов, которым бы она была необходима. Я пока не знаю, насколько она вообще действенна и насколько она не сломается ли она у нас, потому что мы искали брудер вообще какой-то более-менее подходящий, но все брудеры, которые продаются у нас, это в основном вот такая вот огромная штука, там, не знаю, 50 цыплят. А мне не нужно 50 цыплят, мне нужно, чтобы я там один маленький выводочек посадила в один маленький брудер. И это была реальная проблема. Мы это заказывали из Китая, поэтому как бы, посмотрим в следующем году, насколько она себя оправдает. Вентиляция. Ну, как бы дырочки. Там дырочки есть. Там есть дырочки в этой штуке, они как бы, оно не то, что там закупорило, и оно не дышит. Вот, ну и потом все равно ты регулярно как бы открываешь эту фигню, чтобы кормить их. Вот. У них, в принципе, тут можно установить температуру, на которой тебе нужно, чтобы вот оно работало. Вопрос в том, насколько это надежный как бы агрегат. Меня вот только это пока интересует. По кормлению. На самом деле мы выкармливаем всех вот таких маленьких птенцов насекомыми. Это сверчки, мучной червь, тараканы и линька. Совсем маленьких с ними тоже был затык, потому что когда тунец совсем маленький попадает в руки человека, у него еще недостаточно ферментов для того, чтобы прям, например, приваривать полноценных насекомых. Мы пытались выкручиваться с нутрибердом. Честно могу сказать, что опыт плачевный. То есть мы, скорее всего, в следующем году откажемся от нутриберда и будем делать просто выжимки, вот для таких совсем малышей выжимки и пробиотики. Вот. Собственно, с пробиотиков мы используем лактобифадол и витом. Я правда точно не помню, какой витом мы использовали, там четвертый, по-моему. 1-1. Вот какой-то, да, вот какой-то, по-моему, не четвертый, другой у нас был. В общем, суть в том, что на пробиотиках, во-первых, устанавливается вот эта вот среда микрофлоры желудка, которая нужна там для переваривания пищи, а во-вторых, это помогает, опять же, не допустить развития всяких патогенных бактерий, потому что пока птенцы маленькие, вот когда они начинают там подрастать, коммуницировать друг с другом, вообще там ходить, что-то побираться по полу, вот у них высок риск что-то подхватить вот именно через питание. Поэтому, когда ты там... Что? Фекально-орально это называется. В общем, все поняли. С помощью пробиотиков это можно избежать. Мы сначала не доперли до этого, и у нас были случаи, когда, да, птицы что-то подхватывали. Потом Маша нам вправила мозги, и уже с остаток сезона мы уже довели вот на пробиотик, у нас очень вот перед птенцами уже как бы работать реальнее, то есть они уже частично оперенные там, и выкармливать их гораздо проще. То есть если там не было никаких травм, никаких инфекций, такие птенцы всегда вырастают, и как бы все в порядке. Там ни рахита, ничего вот на кормлении насекомыми нет. Когда птенцы подрастают, мы вообще стараемся их сильно не затискивать ничего. Вот как только птенец начинает пытаться что-то жрать сам, мы стараемся как можно быстрее его переселить в бокс и просто его не трогать. Певчие птицы чем хороши в этом плане? Им даже не нужно как бы специально их пугать, еще что-то. Ты просто отказываешься от общения с ними, и они сами по себе дичают. Особенно если формируется стая. Без стаи я бы птицу выпускать не стала, потому что нет социализации, нет ориентации на сородичей. И обычно это плохо заканчивается. Я тоже чуть позже скажу, например, о опыте прошлого года. Собственно, когда птица уже начинает есть сама и живет в боксе отдельно до момента переезжания в уличный вольер, из еды, у нас как бы мы в основу там кладем подаван, туда же кладем кучу насекомых, какие-нибудь ягоды, фрукты нарезаем, и творог, яйцо, он как бы так вот, мы не всегда его даем, но его как бы и то, и другое это можно давать. Это просто, чтобы птицы научились там сами нормально питаться. Про это я немножко как бы тоже скажу. Вообще у нас получается, что сначала к нам попадают птицы, по сути, первого выводка, и с ними
вот у нас в этом году, например, все было в порядке, то есть они вырастают, там нормально обрастают, и никаких проблем с этим не было. А когда у нас начали попадать там птицы, которые, ну, по сути, уже вот второй выводок, с ними начались проблемы, при том, что питание было то же самое, там подкормки тоже те же самые, и... я, кстати, не ставила, то есть мы иногда как бы, там вот таким вот с этим тяжелым товарищем, у которых проблемы с оперением, еще с чем-то, из витаминов мы предпочитаем давать никто. Пока вот с ним мне больше всего нравится работать из всех витаминных добавок. Второй суть в том, что если птице чего-то не хватает, а вот как раз тем, которые появляются в старых выводках, часто чего-то не хватает, это может сказываться на оперении, то есть им просто даже уже вот одних насекомых, там, одного хорошего кормления им недостаточно. Им нужно что-то еще, какие-то добавки, добавлять в еду, чтобы не было вот такого, там, например, частично лысой птицы, а вот как бы, в таком состоянии птица долго может не обрастать. А с синицами у нас вообще была стрёмная ситуация, то есть птицы начали нападать друг на друга. Мы сначала подумали, что это старший самец, там с нами у нас выводки синиц сидел старший самец. Мы сначала подумали, что это он проявляет агрессию, мы его отсадили. Потом поняли, что, короче, нет, кто-то... И вот мы пытались отсаживать, там, грубо говоря, агрессоров, а ты отсаживаешь одного, появляется кто-то другой. И они пытаются, атаковать друг друга. И мы, тоже, как честно скажу, подкормками мы эту проблему не решили, мы решили эту проблему, повесив кусок мяса. После этого они перестали жрать друг друга. Но вообще это, конечно, я подозреваю, что это из-за того, что чего-то вот не хватает именно в питании. Может быть, это вот изначально заложено в том, что это второй именно, скорее всего, выводок у родителей. Пока птицы маленькие, они могут позволить себе, можем позволить себе всякие развлечения из серии там содержать скворцов с синицами, ворон со скворцами, и в принципе, как бы это не страшно, то есть если птицы здоровые, естественно, как бы они могут реально расти вот такой вот кучей. Когда птицы подрастают, то их уже нужно разделять, потому что возможно вот и такие варианты, когда там более крупные, более агрессивные птицы начинают атаковать маленьких, и может очень глубоко закончиться. Мы, как и Даша, как и многие другие, использовали шатры в этом году. Мы от них в следующем году тоже откажемся, к сожалению, потому что, как показывает практика, они у нас не улетали, но да, это как бы неустойчивая очень конструкция, она не защищенная от хищников, потому что у нас был эпизод тоже, с кем-то, вот, не знаю, куница это была или ласка, то есть кто-то вот из таких вот хищников, после чего нам пришлось шатер перемещать, и мы поставили его буквально рядом с собачьей будкой. То есть собаке было по барабану, а в шатер уже больше никто не лез. Естественно, он недолговечный, то есть мы вот из такого же шатра выпускали ворон, и там, вороний шатер, он к концу уже просто напоминал такое решето. Они сами решают, где у них дверка. Они сами решают, где у них дверка. Да, они сами решают, куда они будут выходить, как бы. Он бюджетный, он мобильный, то есть поставить такую конструкцию можно там за полчаса, и что приятно, самые там сумасшедшие птицы, они не могут об него убиться. То есть, как бы, это сетка, она и есть сетка. В любом случае, как бы, у нас уже есть проект нормальных вольеров там, для всех наших видов птиц, потому что, конечно, здесь просто опасно содержать именно вот воробьинообразных, потому что в первую очередь хищники. Это как бы пример того, как это выглядело. Здесь, конечно, не мелкие певчие птицы, но вороны у нас также существовали в таком пространстве. Там сидят, не очень видно, но там дрозды, скворцы. И в целом у нас было 5 вольеров в этом году, то есть был вороний вольер, были вольеры с дроздами, скворцами, были мелкие певчие птицы, были ласточки отдельно. И отдельный вольер был, где сидели сорокопуты и дубонос. Они сидели отдельно, потому что они были опасны для них были опасны другие, и мы их как бы вот так отдельно сидели. Когда птица переезжает в вот такой тент, она уже получает живой корм. И, конечно, этот корм, он уже не насыпается там в мисочку, а просто вот вы берете, там, притаскиваете, не знаю, коробку сверчков, и просто вот эту коробку сверчков вот туда вот в вольер, в тент просто вываливаете. Естественно, часть сверчков после этого у вас разбегается по участку, сверчит везде, это очень прикольно смотрится, да. Вот так вот выглядел, например, разверточный вольер ласточек, но с ласточками я, к сожалению, тоже могу сказать, что в следующем году мы будем делать закрепленный, полноценный уже стационарный вольер, потому что, да, они хорошо в этом летают, они там не портят перо, но ласточки
есть одна фишка, они висят на сеточке. И мы часть ласточек успели выпустить, а потом к нам прилетел перепелятник. Перепелятник просто подлетает к сетке и убивает ласточку прямо через сетку. И поэтому часть выпуска у нас просто мы экстренно свернули, потому что стало понятно, что сейчас мы рубим просто всех оставшихся. Вот. Вообще, ну, когда речь, например, идет о врановых, то присутствие взрослой птицы, оно необходимо, потому что очень специфические птицы в плане психики, и ну, вот как просто взять там кучу молодежи и выпустить, ну, скорее всего, ничего не получится. С мелкими певчими прокатывает, если нет взрослых птиц, но если есть взрослая птица, то это еще круче, потому что, во-первых, птицы быстрее специализируются, быстрее летают, а во-вторых, вот этот вот товарищ, зяблик, он выпускался вместе с молодняком, он был взрослый, и это совершенно потрясающая птица, которая, помимо того, что ну, я кормила всех этих вот маленьких засранцев, он тоже их кормил. Причем он кормил не только маленьких зябликов, он кормил даже воробьев. Я застала это совершенно случайно, я сначала своим глазам не поверила. И вот кормил он, и кормила еще одна ворона, которая, к сожалению, у меня погибла. Я страшно об этом жалела, потому что это была уникальная ворона. Ворона вообще забрала у меня всех воронят, и она сама их растила, а я просто такая там чай пила, там все. Как удобно. Зяблик полетел, причем очень приятно, что он к нам возвращался некоторое время, тоже в тент, ну, там подкармливался чуть-чуть, но потом улетел совсем. Вот, но, в общем, это птица, которой я очень благодарна в этом сезоне. Вот в прошлом году у нас был неудачный как раз выпуск. Я сейчас постараюсь показать. Я просто видео не прикрепилась. Короче, в прошлом году у нас было много насекомоядных птиц и практически не было зерноядных. То есть у нас из зерноядных был один единственный зяблик. И этот зяблик не смог адаптироваться самостоятельно. То есть он был абсолютно дикий в условиях вольера. Но вот когда мы выпускали его на улице, происходило вот это. То есть птица летала буквально по участку, преследовала нас и просила еду. То есть он не смог просто сориентироваться на местности, не смог самостоятельно найти пропитание. Мы пытались его сначала подкармливать, там вешали кормушечки, все дела, а потом уже пора было уезжать, и я понимаю, что птица не самостоятельна. И мы поставили просто клеточку, вот так, он зашел в клеточку и он, правда, пришел, сел в клеточку. Он в Ярославском зоопарке сейчас. Ну, она, эта девочка была. К сожалению, мы вот в прошлом году мы не справились с этим. В этом году у нас выпустилось несколько зябликов молодых, вот как раз они выпускались вот с этим вот взрослым зябликом, все прошло отлично, поэтому обычно у нас как выглядит выпуск, то есть мы вывозим птиц за город, ставим вот такие тенты, 7 дней они просто, ну можно меньше на самом деле, можно 5 дней, вот они где-то вот так вот разлетываются, там висят в этих тентах, кормятся, а потом мы просто открываем тенты и еще 7 дней за ними следим и подкармливаем в этот момент. Птицы, как правило, вот мелкие певчие, они держатся на территории, мы их не выгоняем из вольеров, то есть птица должна быть морально готова покинуть свое убежище и сама отправиться исследовать территорию. Вот здесь вот, собственно, каменки, там вот трясогузка, тут вот толпа скворцов, они все ищут какую-то еду, которую я им набросала в тенты. Вот. И, как правило, когда птицы выпускаются, ну да, прежде чем мы выпускаем, мы их тестируем. На маленьких птиц я всегда надеваю только орнитологические кольца, мы не надеваем маркеры, ну, потому что птица маленькая и не хочется лишний раз ее еще как-то утяжелять. Вот, поэтому кольцуем просто маленькими такими орнитологическими кольцами. Но все равно это позволяет птицу выделять на территории, то есть когда мы ее встречаем, мы понимаем, что это наша птица, и их очень классно после этого фотографировать. То есть вот это вот все, это наши выпускники, там скворец, там каменка, это пеструшка, трясогузка. Вот. И особенно отрадно, когда вот застаешь вот такие моменты, это наша тоже вкусная синица, которая кого-то поймала, кого-то ест. Ну, то есть ты понимаешь, что у птицы все в порядке. Меня часто спрашивают, что делать, как типа, я отучаю вообще там, птиц от опасности, ну, как приучаю бояться там каких-то хищников. На самом деле, у таких певчих птиц очень хорошо работают инстинкты. И если вы с детства там, не приучаете птицу к тому, что вот кошечка это так хорошо, ваша домашняя кошечка, ваша домашняя собачка, вот увидев дикую просто, ну, птица, когда увидит просто кошку на улице, она ее автоматически испугает.
испугается. И если вы не будете там демонстрировать то, что как бы все хорошо, это не хищник, то она и в природе, встретив эту кошку, она просто ее испугается и сама улетит. Если ястреб, конечно, встретится, ну, скорее всего, если ястреб захочет вашу птичку поймать, он ее поймает. Тут как бы отучай, не отучай, птицы тоже инстинктивно боятся хищников, но это, скажем, такая тоже, ну, дань небу, и от ястреба гораздо сложнее спастись, чем от кошки с собакой. Ну, это вот так мы в этом году, например, возвращались с подкормкой, потому что, естественно, когда птицы начинают разбредаться по территории, выпускать по всему участку сверчков, это как-то ну, вообще не камильфо. И мы сыпали им подаван. Просто как бы вместо сена у них в кормушках лежал подаван. И там питались скворцы, дрозды, синицы. В принципе, их все устраивало, я думаю. А это вот просто из забавного, ну, помимо того, что у нас были взрослые птицы, которые тоже возвращались в вольер, за счет того, что я выпускаю, вот если вы видите, это молодой соловей, который ест домового сверчка. Это не мой соловей. Я вообще не знаю, откуда он взялся и что он делает в моем тенте. Но, видимо, он решил, что халявный сверчок, почему бы и нет. И вот он совершал просто в течение всего дня набеги в наш тент и таскал оттуда вот то, что вообще ему не предназначалось. Ну вот, он был бескомплексный. Ну, собственно, вот так вот кратенько, на этом все. Корма и как вы кладете в вольеры, чтобы они приучались их есть, ну, вот в дикой природе, а не из кормушки? А что, насекомых? Нет, я про семена. Насекомых-то как-то понятно, в контейнере какой-нибудь там поставил, они ищут, а я про зерновые. Все то же самое, то есть, во-первых, ну просто у нас в основном насекомоядные, поэтому я в первую очередь про них вспоминаю. Из зерноядных у нас фактически что там зяблики были, воробьи были. Я просто беру, во-первых, ну, у нас зерносмеси есть, которые я беру тоже и так вот щедрой рукой там просто рассыпаю по траве. И еще как вариант всякие веточки чумизы, вот это вот все тоже это берется, там развешивается где-нибудь там на веточку. Да. Я его тоже кидала на землю и еще пыталась достать им сорняки, но как бы вот они вообще никак не... Воробьи и зяблики — это два вида, у которых выражено поисковое поведение на земле, поэтому с воробьями и зябликами все просто. Зеленухи и прочее, оно кормится в основном на торчащих, как это по-русски, из земли растениях, дикоросах, поэтому нарезала метелок, понаставила это все. Слушай, если у тебя стоят только метелки и подвешенная чумиза, и они не помирают с голода и не худеют, значит, они едят. Что делать? Всю жизнь искали, нас учили, что птиц надо кормить, да. А сейчас новые данные. Я прошу прощения, это данные Козлицына, да? Это данные обзора европейской литературы, которую просто подборкой сделал Козлицын. Совершенно верно. Вот это данные, собранные Козлицыным, да? То есть экстрасенсом, лечащим животных по монитору, да? Извините, но мы здесь все, к сожалению, имеем другое мнение, очень многие стажировались у него. Поэтому виноват, тут немножко по-другому. Хорошо. Ну, я отвечу чисто вот по вопросу касаемо вот этих конкретных кормушек. Это не кормушки, которые рассчитаны на круглогодичную подкормку, там, на подкормку зимой и все такое. Это чисто вот кормушки, которые вешаются на неделю специально для этих птиц. И вот кроме них практически никто там и не кормится. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, 8 забора, да, съезжают на неделю, потом еще на неделю. Да. А человеку вот это вот в этом всем как-то в животе, не знаю, уезжает, проверяет, это как контролируется? Да, это загородный участок, там, грубо говоря, я говорю на работе, что я 2 недели работаю удаленно, уезжаю за город и работаю, сидя на крыльце и глядя вот на вот это вот все безобразие, которое там происходит. Сперва не живут в тентах на даче, а потом ты ходишь далеко, там оставляешь и неделю приезжаешь. Нет. Смысл как раз мягкого выпуска в том, что птицы неделю как живут на территории, привыкают именно к этой территории, а потом ты просто их выпускаешь, и они знают, что если они возвращаются сюда. Вот, поэтому там
территория, на которой мы выпускали птиц вот раньше, это гектар земли. И изначально я темп ставила в перелеске, которые вот на этом гектаре земли находятся. Просто вот последний выпуск мне пришлось как раз перенести из-за того, что к нам влезла какая-то то ли ласка, то ли что-то начло, и мне пришлось поставить мелких птиц прямо вот рядом с конурой собачьей, просто чтобы никто туда больше не залезал, потому что вряд ли больше нет. Там было даже 2 собаки, которые патрулируют. Да. Ну еще я тоже не сказала, такой лайфхак есть, вот я с дроздами его использовала, со скворцами. Вот когда вы тенты оборудуете, я притаскиваю туда ветки, я стараюсь притаскивать плодово-ягодные деревья. То есть, вот, например, в момент выпуска там, вот этих всех дроздов, скворцов была черемуха. Я натащила черемухи прям с ягодами. Короче, вот к концу выпуска не было черемухи, и все. Поэтому это вот тоже такая вещь. Черемуха, красная бузина. Это то, что входит вообще первым. Ирга еще. Да. Ирга вообще не найдешь. Да. Все, наверное.